Всем привет! Сегодня у нас снова индивидуальный видеоурок для Эмиля из города Санкт-Петербург. У нас в ролике будет два способа нанесения декоративной штукатурки Travertin Light. Travertin Light. Это торговая марка Gura Decor Light. Значит так, для Эмиля нужно простое нанесение травертина, то есть максимально неброская фактура, чтобы не было каких-то ярких цветов, максимально просто. И после того, как мы нанесем для него, мы еще продолжим, вы не переключайтесь. Наносить будет Роман, и начали. Наносить будем первым слоем мы кварц-грунт. Это густая масса, похожая на краску, она у нас с кварцевым песком, видны частицы. Мы его наносим для того, чтобы укрыть вот этот серый цвет. Это у нас старый выкрас, он у нас, видите, какой, весь уже замызганный. И мы его перекрываем. Также кварцевый грунт рекомендован, если стена темного цвета, например, цементно-песчаная штукатурка, а декоративная штукатурка травертин светлая. Так вот, чтобы выровнять, высветлить цвет стены, фон, для этого тоже мы используем кварц-грунт. Ну и для сцепки, конечно же, чтобы лучше была сцепка. Наносим с помощью валика, без всяких премудростей, просто как будто бы красим. Кварц-грунт Gura Decor Light. Есть весом 3 килограмма и 5 килограмм. После того, как покрыли поверхность всех стен, даем высохнуть кварц-грунту. Ну, пусть он сохнет от 4 часов до суток, вот так. Сейчас он сырой, при сырой видно прямо вот такой сырой. Нам нужно, чтобы он высох. Заколеровали штукатурку декоративную Travertin Light. Вот такой вот цвет. Обратите внимание, что колерованная штукатурка при высыхании светлеет. Кварц-грунт высох, и мы наносим травертин одним слоем. Наносим на стене небольшой участок. Мы как бы смеемся, а видео это для человека. Наносим удобный для размаха руки участок на стене. И далее нужно будет небольшую фактуру ему придать. Слой зерно. Густой слишком слой накладывать не нужно, от этого будет перерасход. Вот здесь видно какой слой? В зерно буквально. Берем валик с некрупным ворсом и создаем небольшую шагрень. Нам нужна минимальная фактура, минимальная. Клиент выбирал по фото, ну то есть фотография, и там мало-мало фактуры. В основном она смотрится, воспринимается как гладкая стена с порами. И мы сейчас вот это же и пытаемся сымитировать. Нанесли участок на стене с помощью травертина, прокатали валиком, создали вот такую шагрень. Наносим следующий участок. Вот посмотрите, здесь нетронутый край. И теперь мы с этим краем соединяем. Так вот, этот край должен быть сырой. Он не должен высохнуть. Так, мы нанесли еще вот тут участок. Вот видно, даже отсюда издалека видно. Здесь у нас небольшая шагрень. Смотрите, чем толще слой, чем гуще слой, тем крупнее будет шагрень. Вам не нужна крупная. Делаем минимальный в зерно. Вот так. Тоненько, чтобы было. Нанесли еще. Создаем снова шагрень. Шагрень с помощью валика создается, пока штукатурка не высохла. То есть вы наносите и валиком вот так вот шероховатость придаете стене. Немножко дадим подсохнуть, да? Чуть-чуть. То есть вот так пригладили и дадим немножко влаги испариться. Сейчас еще очень сыро.
Ну, видно, и блестит. Выходит. Да, блестит, вот влага видно. И слишком сыро, надо немножечко подождать. Штукатурочка сохнет достаточно долго, но, видимо, на улице пасмурно еще. Нам нужно верхушечки сделать более гладкими, обтекаемыми, что ли, чтобы не было острых краев. И с помощью кисти, можно, пожалуйста, поближе Да, нам? Ну, вот кисть декоративная, ну, можно обычной кистью. Тихонечко, почти не касаясь. Нам нужно только, чтобы... И вот такая вот получается мелкая фактура. Можно еще кельмой подгладить. Ну, то есть плоскостью кельмы можно сделать. Ну, тогда уже такой стандартный будет вариант. Видно уже, что подсохла штукатурка. Видно, что нет в ней влаги. Так, пожалуйста, кельмочкой мы ее сейчас пригладим, чтобы было поровнее. С небольшими вкраплениями. Мы не ждали полного высыхания, не ждали. Она у нас еще влажноватая, но подсохла, то есть уже вот за рукой не тянется, можно трогать. Так, поближе. Вот такая фактура. Более однородно смотрится она вот издалека, вообще как будто бы крашеная стена. Вот так смотрится. Вот так поближе. И теперь нам нужно ее покрыть лаком. После того, как полностью пригладили верхушки, мы дадим высохнуть поверхности полностью, ну, в течение суток. И покроем ее лаком. Не переключайтесь, далее будет интересно. Любую поверхность нужно защитить лаком. Ну, лак бывает для внутренних работ. Вот такой вот лак матовый Light для защиты вашей декоративной штукатурки внутри помещений. После высыхания лак станет матовым, то есть он только защитит поверхности, все, но немножко еще насытит цвет, то есть цвет после покрытия лаком встает более насыщенный, ну, насколько возможно насытить светлый цвет, вот насколько это возможно. Покрываем и оставляем полностью высыхать. Стены готовы. Покрыли, оставляем сохнуть, и ваша поверхность готова. Ну, высохнет, я еще покажу вам ее в сухом виде. Высох лак. Теперь это уже итоговый вариант. Вот так он выглядит, его видно хорошо. Такая декоративная штукатурка на стенах, максимально спокойно. Просто для прочности, для такого, ну, спокойствия, такой, ну, когда ярко выраженная фактура, она же немножко нагнетает настроение, вот какое-то, как это объяснить? А здесь вот покой такой, покой. Будем видоизменять декоративную штукатурку. Ну, для того, смотрите, если уж прошло много времени, скажем так, да, то нужно будет ее обеспылить. Ну, скажем так, загрунтовать. Надо ли что-то сошкуривать? Да нет, не надо ничего сошкуривать. Мы наносим поверх вот этой стены эффект, ну, давайте назовем его дерево. Мы на торец кельмы, Роман берет штукатурку декоративную и накладывает ее вот такой полоской на торец кельмы и отпечатывает на стену не ровными линиями, а такие немножко изогнутые, скажем так, линии. Должно получиться неплохо. Будем имитировать кору какого-нибудь дерева. Потом, когда доделаем, тогда придумаем какого. На что будет похоже. Линии могут между собой пересекаться, плавно переходить друг в друга, ну, то есть они не должны быть прямыми. Нам нужно вот эти вот
вот эти вот отпечатки штукатурки, вот эти вот полосы нанести, ну, прямо на достаточно большую площадь. Ну, скажем, там может быть 5 квадратов, а может быть даже на всю стену. Потому что дальнейшие действия требуют подсыхания штукатурки. Подсыхания. Чтобы влага испарилась, чтобы штукатурка схватилась, ну, подсохла немного. А так как, ну, вот у нас влажно, да, у нас так уже... Осень уже пришла почему-то к нам. Вот, ну и сохнет очень долго у нас. Да и даже если летом, здесь ведь слой-то достаточно большой, вот. Видите как? Вот так сбоку выглядит. Нужно, чтобы она подсохла, поэтому мы наносим на весь планшет. Немножко подождали подсыхания, совсем чуть-чуть, ну минут 20. И делаем первое поджатие. Первое поджатие, это мы приглаживаем вот эти выпуклые части. И еще смотрим, может быть что-то куда-то добавить. То есть в этот момент можно еще добавлять. Нам нужно будет к нему вернуться снова. Так, вот мы уже определили, да, что надо добавлять. Немножко добавляем. Вот это поджатие, оно не должно быть прям красивым. Мы просто приглаживаем и видим общий фон. Куда добавить, где сделать пошире полосу, линию. Еле-еле касаясь. Красоту наводить будем позже, не сейчас. Сейчас мы только создаем вот этот вот уже вид. Немножко добавлять. Можно полосочки тоненькие и жирненькие. Поджимать можно вот таким шпателем. Ну, скажем так, он не должен быть 80 миллиметров. Ну, 150, 100, 120. 120, 150, вот так я бы даже сказала. Либо кельмой. Можно также кельмой удобно приглаживать. Ждем минут 40 и вернемся, не переключайтесь. Немножечко подсохло, ну как сказать немножечко, вот так, видите, перестал блестеть. И теперь нам нужно пригладить верхушечки, чтобы они уже стали покрасивее. Возьмем пульверизатор, сбрызгиваем поверхность с помощью пульверизатора. И возьмем вот такую шпатулеточку, тоже ее сбрызнули водой. И приглаживаем верхушки, делая их более ровными. Ну, если кельмой, то есть если еще немножко подождать и зажелезнить кельмой, то верх будет гладкий-пригладкий. Оставляем на сутки полностью высыхать и придадим ему цвет. Наступил следующий день, полностью высохла штукатурка. Сейчас мы ее подчистим с помощью кельмы. Почистили острые края. И будем патинировать. Перед тем, как патинировать, мы покроем слой лака. Он как бы запечатывающий такой будет, чтобы дальнейшее нанесение патины было легче. Для тех, кто не имеет опыта, так будет легче. Вот лак, один слой. С помощью валика один слой наносим, пропитываем поверхность. Как бы запечатываем ее, то есть впитывание станет меньше, соответственно, покрытие цветовое будет проходить легче. Просто валиком, просто покрываем.
Расход лака в данном случае будет примерно 100 грамм на квадратный метр. То есть одна баночка килограммовая на 10 квадратов. Вот ориентир вот такой. А декоративной штукатурки на первый слой, первый вариант видео, это примерно 200 кг на квадратный метр расход. И если считать со вторым слоем вот с этой корой, то ну, около 1,5, может быть так вот где-то килограмма на квадратный метр. Кварцевый грунт 200 грамм на квадратный метр. Расход. Покрыли, дадим высохнуть и вернемся, придадим цвет. Так, последний слой у нас будет патина опака. Мы будем наносить патину колерованную с помощью валика и растягивать цвет с помощью целлюлозной губки вот такой. Чем гуще патина, тем темнее цвет. То есть, если видите, как легко идет по покрытой поверхности, когда лаком покрыто, цвет гораздо легче ложится. И целлюлозной губкой убираем излишки, высветляя верха, и в глубине, вот в эти вот торцы, забивается глубже патина, придавая вот этот вот 3D эффект. Также целлюлозная губка, она не просто дороже, а из-за того, что она дольше служит. Практичнее. Использовать можно губку обычную, синтетическую. Ну, то есть у нас есть они в продаже, они достаточно недорогие. Для растирания вот этих верхов, ну, вообще фактура, когда цвет придается, можно губку использовать декоративную, обычную. А можно целлюлозную. В чем плюс целлюлозной губки? Она не крошится, как вот это вот, да, ну, от фактуры. Губка обычная, она так покрываешь, и она крошится. Так вот, целлюлозная, она не крошится, она дольше служит. Более прочная она. Ну, сколько там в сравнении по цене? Ну, в 2 раза она подороже, целлюлозная. А служит она в 5 раз дольше. Ну, скажем так вот. Так, ну, показывайте нам, пожалуйста, вашу губку. Ровная поверхность. Оп. Цвет можно любой, можно серый, можно коричневый, какой кому нравится. Но так как мы пытались имитировать дерево, то, конечно, зеленые и синие не подойдут. Ну, то есть это может быть серо-коричневый, серо-бежевый, бежевый, вот такие цвета. Я так думаю, что это практически уже готовый вариант. Сейчас еще немножечко верхушечки высветлим с помощью кельмы. Ну, хотя можно это и губкой. Сильно будет интереснее. Выбеляя верха. 3D. Ну, вот такой вот вариант. Высохнет, конечно, перестанет блестеть, потому что патина, она матовая. И вот такой вот итоговый результат. Смотрим со всех сторон. Думаем, какой цвет нужен вам. Очень часто, кстати, берут вот такое на бильярдные, на спортзалы. У нас в сером цвете висит такой образец в торговом центре у нас в отделе. Очень нравится людям. Поэтому почему бы и не показать вам, да? Ну, вот это итоговый вариант. Ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. По ссылкам в описании есть контакты, где можно к нам обратиться за расчетом, за подбором декоративных покрытий. Спасибо, что были с нами, и всем пока.